Представители знака зодиака Стрелец. Здравствуйте, мои дорогие стрельцы. Таро-прогноз, гороскоп недели с 19 по 25 июня. Давайте узнаем, что думают карты. Мы будем, конечно, реалистами, но допускаем развитие альтернативных вариантов, как развитие событий самих, так и нашего восприятия тоже. Любое таро, гадание, таро-прогноз не может восприниматься на 1000%, как будто это произойдет, правда? Но вот подсказки как раз могут быть, потому что пока я тут что-то рассказываю, бубню на заднем плане, вы-то все равно ведь какую-то свою историю в голове проигрываете. И у каждого она личная, своя, сообразно той ситуации, в которой вы находитесь, ну и вашим задумкам, что вы там себе планируете. Поэтому, надеюсь, какой-то либо пазл, либо решение к вам придет. Итак, что важно знать? Первая карта. Как видят карты эту неделю для вас. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт, а что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергии. Посмотрим, как в нашу сторону что-то будет решаться, что у нас по деньгам. И личная жизнь тоже, как видят карты. Итак, что важно знать? Приятная неделя с каким-то приятным общением, предложением. Может быть, предложение отправиться куда-то, может быть, вдвоем. Признание в любви, подарки, цветы. Если недавнее знакомство, какая-то, знаете, интересная такая, может быть, любовная история с вдохновением, с новыми гранями чувственности. Или даже если ваши отношения уже были в дружбе какой-то, да, тут могут они перейти на другой уровень, вы о чем-то более серьезном задумаетесь. Или просто будете вдохновляться хорошим настроением, ну вот что-то приятное, доброе, светлое, правда. И через чувства, то, что нам как придает уверенности в себе, желание жить, какие-то новые планы строить, вдохновение, оптимизм в квадрате, это точно. Чего не избежать? Какое-то решение надо принять, правда, может быть, поступит предложение, от которого сложно отказаться. Вообще, посмотрите, один у нас жезл, туз жезлов, и это карта возможностей. От чего-то мы не должны отказаться, это правда. И это, знаете, как по судьбе нам, может быть, Вселенная какие-то возможности перед нами открывает. Если даже в личных отношениях, значит, какая-то информация может прийти к нам или новость какая-то, даже если будет предложено нам куда-то отправиться, а мы туда не собирались, как будто нужно соглашаться. Все-таки это в позиции чего не избежать. И больше тут со знаком плюс. Часто на колодах Таро, пусть не на этой колоде, а на других, часто этот жезл, туз жезлов так выглядит, как будто через облака нам подает рука. И вот те возможности, которые мы должны согласиться и сказать спасибо Вселенной, как будто взять. Вот от чего-то не откажитесь или мимо не пройдите, мои дорогие стрельцы. Но, безусловно, тут или просто, может быть, новость, известия, которые тоже со знаком плюс нас порадуют. У кого-то и так может быть. Может быть, это касается ваших детей, семьи или что-то еще доброе, светлое войдет на ваш порог. Чему сейчас не время? Нет ничего того, чему бы было сейчас не время. Шестерка кубков – это карта радости, карта счастья, карта взаимодействия. Где-то это об искренних отношениях. Упор вот именно на искренность ставится в этой карте, когда мы, правда, от чего-то не должны отказаться. И даже по этой карте, знаете, если мы говорим про отношения, и даже если меня смотрят люди, неважно какой у вас возраст, как раз по шестерке кубков нам могут напомнить люди, которых мы долго знали, но потом по какой-то причине, ну как-то разбежались дороги наши, разошлись, или у каждого были свои задачи, а тут по какой-то причине люди о себе напоминают, или мы случайно, даже не то, что нам кто-то напишет, хотя и такое я не исключаю. Мы можем встретиться, может быть, в городе, еще при каких-то условиях, случайно с тем человеком, который уже в нашей жизни был. И тут какие-то отношения могут завязаться заново. Для кого-то из вас это та история, которая на расстоянии, отношения на расстоянии тоже может проиграться. И причем, когда уже они более в такую конкретную фазу переходят с учетом туза жезлов, когда мы будем решать, как, может быть, встретиться или обустроить эту встречу, или планировать что-то наперед. Но вообще
здесь и про любовь, здесь и про взаимопонимание, про дипломатию, безусловно. И даже если у вас сейчас уже в личной жизни все определено, сама по себе неделя такая с оптимизмом душевная получается. И когда мы, а вы люди оптимисты, правда, и с вами приятно общаться, поэтому используйте свои вот такие добрые качества для того, чтобы решить какие-то вопросы. Потому что когда выпадает шестерка кубков, это есть возможность со всеми договориться, даже если необходимо пойти в какие-то инстанции, решать какие-то вопросы. Но люди как будто будут открыты навстречу нам. Они готовы будут нам помочь или взаимодействовать каким-то образом. Слышать нас будут, это уже само по себе прекрасно. Поэтому нет ограничений, нет каких-то помех. Все для вас, мои дорогие, на неделю складывается как раз со знаком плюс. А что нам помогает? Еще и колесо фортуны. Но всегда с этой картой в этой колоде надо быть аккуратным. Почему? 50/50. Недаром у нас все-таки мудрец словно проползает под этой рулеткой судьбы. И поэтому буквально, если вот говорить в какую-то лотерею, я бы сказала, мы не играем. И, наверное, мы сохраняем все то, что у нас есть. Это может касаться как и отношений, нашего статуса, финансов наших, но есть и другие 50%. Это все-таки та удача, которая нам может улыбнуться. И знаете, по этой карте мы ведь правда должны согласиться. Вот я сказала, туз жезлов. Не раздумывайте долго. Даже если мы поначалу не видим, как будут развиваться события, или мы не знаем, стоит этим заниматься или нет, стоит откликаться на предложение чье-то или нет, стоит ли мне продолжать отношения с этим человеком или нет. Вот как будто нужно согласиться, а дальше мы разберемся. Мы не узнаем это, пока мы это не осуществим на практике. И поэтому карта, почему мы говорим 50/50, пробуя себя как в новом деле, так и соглашаясь на что-то. Тем не менее, мы должны оставлять себе пространство для маневра. Не то, что мы кому-то на 1000% говорим «да». Нет, мы так вот немножко увиливаем и говорим «ну, я подумаю». Или «ну, каким-то другим образом». Вот этот маневр или запасной аэродром, он у вас должен быть. Потому что отказаться вдруг это будет что-то для вас очень весомо ценное, нужное. То, что вас или ваши таланты каким-то образом разовьет. Или, может быть, посредством какого-то сообщения или взаимодействия с человеком вы осуществите свою мечту или свое намерение. К какой-то цели, может быть, вы на шаг ближе будете. Поэтому пока мы не осуществим что-то на практике, мы не поймем, что же это для нас, плюс или минус. Но в любом случае нам карты обещают как раз что-то вдохновенно хорошее. И я так понимаю, что нужно соглашаться. Все-таки это в позиции помогает, поэтому действительно для нас может быть какая-то ситуация, которая в плюс для нас сложится. И пусть мы на первых порах можем не видеть, а что, как там дальше будет складываться. Но, видимо, искусство мелких шагов, вперед мы идем, и там уже как-то мы определимся. И тут, правда, у кого-то можно порешать вопросы, которые связаны, может быть, даже в судах, если у кого-то были. Скорее всего, что-то благополучно решится. Хотя карта предусматривает, что мы должны быть честны сами с собой. Нет здесь такой, знаете, на 100% удачи. Нет, это даже предусматривается, что мы от чего-то откажемся. Но чаще это смысл идет как балласт чего-то. То, что для нас уже не утратило смысл, то, что для нас не послужит в дальнейшем для нашего прогресса, для нашей мечты. Поэтому вот увидеть какую-то реальность раз, самому себе где-то эмоциями, как и не замылить глаза, так и не сравнивать день сегодняшний с днем прошедшим, как будто не имеет смысла. А вот подводить какой-то итог, или я бы сказала, обращаться, может быть, к специалистам, как обустроить тот или иной вопрос. Если для вас необходимо получить консультацию. Вы, предположим, не профи в вопросах юриспруденции. Значит, по этой карте мы должны буквально, может быть, обратиться к юристу, адвокату, может быть, к нотариусу, какие-то документы согласовать, поставить где-то подписи. Мы можем столкнуться, увы, с представителями власти, а кто знает, может быть, это знакомство какое-то у вас будет с таким человеком, который занимает высокий пост. А может быть, это вы сами. И тоже какое-то есть взаимодействие.
Но когда выпадает эта карта, мы должны видеть реальность. Стало быть, в вопросах дела, работа, бизнес и где-то, может быть, и деньги часто перекликается. Мы должны, ну, где-то не надеяться на авось, на его величество, счастливый случай, а уметь видеть где-то реальность и в чем-то не просчитаться. Мы не должны нарушать закон. Когда эта карта выпадает, я часто говорю, что даже дорогу мы должны переходить, улицу, в том месте, где положено, а не там, где мы всегда это делали. За рулем авто мы не нарушаем скоростной режим. Даже в каких-то мелочах, как будто не нарушаем законы, тогда это действует для нас с плюсом. Мы себя, иными словами, не подвергаем риску. Вот, видимо, дела, работа, бизнес, тут надо будет все так четко просчитать. Финансы. Выбор какой-то стоит, скорее всего, или важное решение нужно принять. Это всегда какая-то развилка, двойка мечей. И в первую очередь будет важен ваш эмоциональный баланс. Какое-то решение мы должны принять хладнокровно, нет места каким-то эмоциям. И у вас может для кого-то из вас, по крайней мере, переплетаться. Вот, да, ну, правда, где-то мы же зарабатываем деньги. И вопросы дела, работа, бизнес и деньги, финансовые перспективы могут в эту неделю, ну, для вас быть и в приоритете каком-то. Стало быть, и личная жизнь, так и какая-то финансовая составляющая, когда мы не должны ни розовые очки одеть, так и не сравнивать что-то с нашим предыдущим опытом, который был со знаком минус. А вот я бы сказала, окончательно от чего-то отказаться, скорее всего, может быть, и придется. Или если перед нами откроются какие-то перспективы, значит, в чем-то себя попробовав, мы тоже встанем перед выбором, продолжать какое-то дело или нет. Но в целом, если на деньги, тут не совсем нам говорят о том, что деньги к нам приходят. И я бы сказала, больше, наверное, с позиции экономии, нужно нам что-то приобретать или нет. Понятно, что мелкие какие-то траты, которые рутинные, ежедневные, мы их не обсуждаем. А вот если что-то более глобальное, весомое, может быть, купля-продажа недвижимости, с учетом карты как раз правосудия, то мы тут должны подстраховаться, мои дорогие. Тут может быть как будто шанс какой-то для нас выпадает. Ну, так тогда нужно все просчитать. Вот крупные покупки, скорее всего, да. Исключить любую возможность риска. Но как будто и не сказать кому-то нет. Вроде как согласиться, а между делом, может быть, найти нужную информацию или собрать, может быть, какое-то досье буквально, или детализировать какой-то вопрос до мелочей, чтобы окончательное какое-то решение принять. То есть имущественно-финансовые вопросы, я бы сказала, уделить внимание, если таковые стоят на повестке дня. Ну и, наверное, на целую неделю не спешить, не торопиться. Поэтому какие-то вопросы сами по себе, может быть, решатся. Так бывает. Мы куда-то ускоряемся, торопимся, а проходит какое-то время и понимаем, что если бы мы не торопились, глядишь, вопрос решился побыстрее и в нашу пользу. А мы тут что-то можем так вот добавить скорости и в итоге ничего не добьемся. Все-таки по колесу фортуны, вот я говорила, мы чего-то не можем избежать, правда, но нам это помогает. И поэтому по колесу фортуны есть еще значение, когда мы не можем сказать «я подумаю завтра», как будто сегодня придется в чем-то участвовать. А эта карта нам, наоборот, говорит о том, что мы не должны себя где-то тормошить и искусственно ускоряться. Стало быть, может быть, на неделе, вот или могут быть двойственные такие энергии. Где-то от нас потребуется скорость или принятие решений, а в чем-то мы должны и не поторопиться, и куда-то не опоздать, но и с чем-то не просчитаться. Вот поэтому от вашей мудрости, и это, кстати, карта гармонии в душе, мудрости и интуиции, мои дорогие. Прислушайтесь к вашей интуиции. Но надо сказать, что на личную жизнь прекрасно. Верхний ряд карт нам как раз про какую-то любовь говорит или про вдохновение, которое приходит через чувства, через симпатии, через приятное взаимодействие с людьми. И здесь вот как раз больше насладиться тем моментом нам предлагают. Ну, а те вопросы, которые дела, работа, бизнес или деньги, их все-таки решать более рационально. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.